Samsung Group – один из крупнейших конгломератов в мире бизнеса. На его родине, в Южной Корее, для таких фирм используют слово «чобал». Кто не знает, чобал – это крупная финансово-промышленная группа, преимущественно принадлежащая одной семье и связанная с правительственными кругами. Так как же все начиналось? Samsung Group была основана в городе Тэгу, в Корее, 1 марта 1938 года. Ее основатель, предприниматель Бьонг Чхуль Ли, чей стартовый капитал составлял всего $2000, назвал фирму Samsung, что в переводе с корейского означает «три звезды». Кстати, на первых логотипах компании эти три звезды присутствуют в разных вариациях. Одна из наиболее правдоподобных версий о происхождении названия рассказывает, что у предпринимателя было 3 сына. В пользу этой версии говорит то, что компания в духе многих азиатских фирм осталась семейным делом, передавая и умножая капитал среди круга родственников, что является характерной традицией ведения бизнеса в Азии. Предприниматель Чхуль Ли, по некоторым данным так и не получивший ученую степень, стал одним из известнейших и наиболее уважаемых людей в Корее. Его именем назван корейский аналог Нобелевской премии Hu Em Prize, учрежденной компанией Samsung и присуждаемой за выдающиеся достижения в области науки и техники. Компания пережила свое второе рождение в 1951 году. После войны в Корее и грабительских действий со стороны враждующих сторон бизнес был полностью уничтожен. Но уничтожить предпринимательский дух невозможно. И начав с нуля, Ли возродил фирму, достигнув еще большего благосостояния всего за 1 год. Чем только не занимался предприниматель. В сферу его интересов входили производство сахара, шерсти, других товаров широкого потребления, розничная торговля, страхование, радиовещание, издательский бизнес, торговля ценными бумагами. В 1960-е годы Samsung ждал невиданный успех. С целью возрождения экономики Кореи проводилась политика развития крупных национальных компаний. Государство субсидировало, поддерживало и всячески помогало избранным корпорациям, фактически создав им тепличные условия, устранив конкуренцию и наделив широкими полномочиями. Создателю Samsung удалось сблизиться с правительственными кругами, что обеспечило корпорации неограниченные возможности для роста и расширения. В 1970-х Samsung выходит на рынок полупроводников, увидев перспективы этого направления и быстрое развитие отрасли. Создается Samsung Electronics Corporation, компания, включившая в себя несколько более мелких отделений Samsung Group, занимавшихся электроникой. В 1969 году подразделение Samsung Sanyo выпускает первую партию черно-белых телевизоров. 5 лет спустя компания начинает заниматься выпуском холодильников и стиральных машин. Еще через 5 лет выпуском микроволновых печей и кондиционеров. Сумев стать первыми в Корее, Samsung начинает путь по завоеванию мирового лидерства. В 1980-х Samsung выходит на рынок персональных компьютеров. В 1991 году разрабатывается первый мобильный телефон Samsung, а в 1999-м первый смартфон. Год за годом Samsung расширяет свое присутствие на мировом рынке, удерживая первенство по продажам сотовых телефонов и телевизоров. В 1993 году, в год 55-летия компании, появился обновленный логотип Samsung, наклоненный эллипс синего цвета с надписью внутри. Новый логотип удачно отображал выход фирмы на международную арену, своеобразную заявку на мировое лидерство. Визуально кажется, что слово Samsung находится внутри орбиты небесного тела. Бесспорно, корпорация является своего рода вселенной, но в то же время эта вселенная открыта миру. Достаточно посмотреть на буквы S и G, они соприкасаются с внешним пространством. Одной из изюминок логотипа является написание буквы A без черточки,
Много раз повторенный впоследствии, этот прием все же остался знаком Samsung. Кстати, к заслугам компании Samsung можно отнести строительство самого высокого здания в мире – башни Бурдж-Халифа в Арабских Эмиратах, башен-близнецов Малайзии и других уникальных объектов. Основатель компании Бьонг Чхуль Ли умер в 1987 году от рака легких. В одном из офисов компании Samsung в честь светлой памяти ее основателя установлен памятный бюст из бронзы и мрамора. На сегодняшний день корпорация Samsung продолжает расширяться в рынке мобильных телефонов и смартфонов, став одним из крупнейших производителей в 2012 году. Чтобы оставаться одним из лидеров, было выделено $3,5 миллиарда в свое производство в городе Остин, штат Техас. А в 2012-2014 годах компания Samsung занимает лидирующую позицию по продажам телефонов во всем мире. Ну что ж, вот такой была история успеха компании Samsung. Напиши в комментариях, какой техникой этой компании пользуешься ты, а также ставь большой палец вверх и жми подписаться на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных роликов о брендах, которые ты любишь.